Никто не ожидал, что обычная репетиция в Лас-Вегасе в первый день концерта превратится в один из самых обсуждаемых моментов с участием Тим Кука. То, что начиналось как обычная репетиция, внезапно превратилось в вирусное взаимодействие, которое повергло ARMY в полный хаос в интернете. Как только фанаты заметили, что Чингук делает за спиной Тэхёна, все не могли перестать пересматривать этот ролик. Сначала все выглядело совершенно нормально. Тэхён непринужденно стоял возле одной из массивных сценических конструкций, пока сотрудники продолжали готовить арену вокруг него. Яркие прожекторы стадиона отражались на пустых местах, пока рабочие суетились, перекладывая оборудование перед официальным началом концерта. Атмосфера была пронизана знакомым предконцертным напряжением, тишиной, волнением и предвкушением. Но затем фанаты заметили нечто неожиданное. Чингук медленно подошел из-за конструкции, держа микрофон и игриво улыбаясь. Он осторожно оставался незамеченным, наблюдая за Тэхёном, словно ожидая идеального момента, чтобы удивить его. Сначала многие предположили, что это просто еще одно безобидное взаимодействие участников во время репетиции. Затем все изменилось в считанные секунды. В тот момент, когда Тэхён наконец обернулся и понял, что Чингук стоит позади него, выражение его лица мгновенно изменилось на полное потрясение. Находившиеся рядом фанаты тут же начали кричать, а телефоны начали снимать со всех возможных ракурсов. В течение нескольких минут видеоролики Саунчика взорвали социальные сети, распространившись среди фанатов быстрее, чем кто-либо ожидал. Что сделало этот момент еще более напряженным, так это его естественность. Ничего не казалось постановочным. Ничего не было спланировано. Это выглядело спонтанно, игриво и одновременно странно лично. Чингук выглядел искренне взволнованным, ожидая реакции Тэхёна, и то, как он пытался сдержать смех, только еще больше растрогало фанатов. По мере того, как видео продолжали распространяться в сети, ARMY начали пересматривать каждую мелочь. Некоторые фанаты сосредоточились на том, как близко Чингук стоял за Тэхёном, прежде чем показать себя. Другие не могли перестать говорить о реакции Тэхёна, настаивая на том, что он выглядел гораздо более удивленным, чем ожидалось от простой шутки во время репетиции. Даже поведение Чингука после этого стало частью обсуждения. Фанаты заметили, как расслабленно и беззаботно он выглядел рядом с Тэхёном, несмотря на огромное давление, связанное с концертом. За кулисами постоянно работали сотрудники. Технические приготовления все еще продолжались повсюду, и тысячи фанатов уже ждали внутри стадиона. Тем не менее, Чингук, казалось, был полностью сосредоточен на том, чтобы рассмешить Тэхёна всего на несколько секунд перед началом шоу. Этот контраст сделал взаимодействие еще более значимым для многих зрителей. В течение нескольких часов скриншоты Саунчика заполонили ленты новостей повсюду. Замедленные видеоролики, эмоциональные музыкальные подборки и сравнения фанкамов быстро захватили социальные сети. Разные ракурсы камеры показывали немного разные детали, что только заставляло фанатов еще более навязчиво пересматривать этот момент. На некоторых кадрах Чингук тихо выглядывал из-за конструкции, прежде чем Тэхён его заметил. Другие ракурсы запечатлели тот самый момент, когда выражение лица Тэхёна изменилось на чистое удивление. Фанаты приближали изображение, рассматривая мимику, язык тела и даже то, как Чингук сразу же улыбнулся, получив желаемую реакцию. Каждый кадр стал частью обсуждения. В течение нескольких часов скриншоты Саунчика заполонили ленты новостей. Многие давние ARMY говорили, что это взаимодействие напомнило им старые моменты BTS, когда участники свободно шутили за кулисами перед концертами. Но, по словам фанатов, этот момент был каким-то другим. Химия между ними в эти несколько секунд показалась необычайно сильной, даже для случайных зрителей, которые обычно полностью игнорировали разговоры о Тэкуке. Атмосфера внутри только усиливала эмоциональность. Зал был огромным. Сцена выглядела массивной, и тысячи людей наблюдали за происходящим. И все же каким-то образом все внимание фанатов сосредоточилось на одном крошечном взаимодействии между Чингуком и Тэхёном еще до официального начала концерта. И больше всего фанатов шокировало время.
прямо перед одним из самых масштабных концертов BTS в Лас-Вегасе Чингук все же нашел минутку, чтобы тихо подойти к Тэхёну за кулисами во время саундчека, создав воспоминание, которое фанаты будут бесконечно пересматривать потом. Никаких драматических слов не было сказано. Ничего грандиозного на самом деле не произошло. Это длилось всего несколько секунд, но каким-то образом эти несколько секунд стали одним из самых громких моментов всего вечера. Даже после окончания концерта фанаты не переставали обсуждать его. В сети продолжали появляться новые видео с разных участков стадиона, раскрывающие детали, которые многие зрители совершенно упустили при первом просмотре. С каждым новым ракурсом обсуждения становились все более оживленными. Некоторые фанаты считали, что Чингук намеренно ждал подходящего момента, потому что хотел увидеть реакцию Тэхёна. Другие же утверждали, что это взаимодействие просто показало, как естественно и игриво они по-прежнему ведут себя за кулисами, несмотря на давление масштабного концертного вечера. Но, возможно, именно поэтому клип так быстро стал вирусным. Он не казался отрепетированным. Он не казался натянутым. Он казался настоящим. И для многих фанатов, наблюдавших за саундчеком на стадионе, это было почти так, как будто они случайно стали свидетелями небольшого личного момента, происходящего естественным образом посреди одного из самых важных вечеров BTS в Лас-Вегасе. Теперь фанаты убеждены, что если в сети появится еще больше ранее не публиковавшихся кадров с этого саундчека, весь фандом может снова полностью потерять контроль. По мере того, как вечер продолжался, фанаты начали связывать момент саундчека с несколькими более мелкими взаимодействиями, которые произошли позже во время самого концерта. Каждый взгляд между Чингуком и Тэхёном внезапно привлекал огромное внимание толпы. Даже короткие моменты, которые обычно оставались бы незамеченными, мгновенно становились яркими моментами в сети, потому что AR и MUI уже были эмоционально вовлечены после неожиданного взаимодействия за кулисами. Некоторые фанаты внутри стадиона признались, что едва могли сосредоточиться на самих выступлениях, не вспоминая о клипе саундчека. Каждый раз, когда Чингук и Тэхён стояли рядом на сцене, крики из зала заметно усиливались. Социальные сети взорвались комментариями, утверждавшими, что игривая энергия, царившая на репетиции, сохранялась на протяжении всего концерта. Тем временем, отредактированные замедленные видеозаписи с фан-камер распространялись по платформам с невероятной скоростью. Фанаты анализировали каждое движение кадр за кадром, особенно то, как Чингук, по сообщениям, продолжал поглядывать на Тэхёна после неожиданного момента. Многие зрители настаивали на том, что его выражение лица выглядело необычайно мягким и довольным после того, как он застал Тэхёна врасплох, что только подпитывало еще более эмоциональные реакции в сети. Что еще больше усугубляло ситуацию, так это то, что ни Чингук, ни Тэхён публично не прокомментировали этот вирусный момент. Эта тишина каким-то образом заставила фандом обсуждать его еще более интенсивно. Без каких-либо официальных объяснений фанаты продолжали строить теории, делиться реакциями и пересматривать клипы снова и снова, пытаясь понять, почему такое небольшое взаимодействие показалось таким незабываемым. К концу вечера всем, кто смотрел трансляцию онлайн, стало совершенно ясно одно: среди всех взрывных выступлений, грандиозных сценических эффектов и незабываемых моментов концерта, одним из самых обсуждаемых моментов первого дня BTS в Лас-Вегасе почему-то оставались несколько игривых секунд между Чингуком и Тэхёном во время саундчека. Момент настолько простой, но достаточно мощный, чтобы полностью захватить внимание всего фандома. И, возможно, именно это сделало этот момент незабываемым. Это не было драматическим выступлением. Это не был запланированный момент для фан-сервиса. Это даже не было частью официального концерта. Это были всего лишь несколько неожиданных секунд во время саундчека. Чингук тихо прятался за сценической конструкцией, Тэхён оборачивался в полном удивлении, и тысячи фанатов мгновенно почувствовали, что стали свидетелями чего-то странно искреннего посреди всего этого хаоса. Долго после того, как свет внутри погас и концерт официально закончился, повторные показы продолжали распространяться по фандому. Каждый новый ракурс, каждая замедленная реакция и каждая мельчайшая деталь заставляли фанатов возвращаться к этому моменту снова и снова. Потому что каким-то образом на стадионе, наполненном масштабными выступлениями, взрывной энергией и бесконечным шумом, момент, о котором все не могли перестать говорить, был также самым тихим.
И, возможно, именно поэтому ARMY никогда его не забудут. По мере того, как вирусные ролики продолжали распространяться по всем платформам, фанаты на стадионе начали делиться еще большим количеством ранее невиденных деталей саундчека. Несколько ARMY утверждали, что Чингук был необычайно энергичен рядом с Тэхёном на протяжении всей репетиции, постоянно находя предлоги, чтобы оставаться рядом, когда участники переходили с одной позиции на другую на сцене. Некоторые фанаты заметили, что даже во время технических пауз внимание Чингука почти автоматически возвращалось к Тэхёну. Эти мелкие наблюдения только усилили онлайн-дискуссии за одну ночь. Тем временем, фан-сообщества начали сравнивать взаимодействие Лас-Вегасе с более ранними моментами Тэкука из предыдущих туров и закулисных документальных фильмов. Давние поклонники говорили, что энергия была странно знакомой, игривой, непринужденной и легкой, что напоминало им ранние концертные эры BTS. Однако многие зрители настаивали, что этот момент имел другую эмоциональную окраску, потому что он произошел так естественно во время одного из самых масштабных выступлений группы перед тысячами людей. Ничто в нем не выглядело преувеличенным для камер. Именно эта аутентичность стала причиной того, что многие люди почти мгновенно эмоционально привязались к этому видео. По мере того, как в социальных сетях продолжали появляться новые версии видео, некоторые замедленные фанкамы раскрыли еще более мелкие детали, которые фанаты изначально пропустили. Некоторые клипы, казалось, на видео Тэхён на мгновение замер, повернувшись, а затем расхохотался, в то время как Чингук тут же опустил голову, словно пытаясь скрыть свое веселье от такой реакции. Фанаты бесконечно пересматривали эти несколько секунд, будучи уверенными, что язык тела между ними говорил гораздо больше, чем любые слова. Каждый новый кадр становился еще одной причиной для ARMY возвращаться к этому моменту снова и снова. Атмосфера на стадионе Алигиант только усиливала эмоциональное воздействие этого взаимодействия. Огромные прожекторы освещали сцену, тысячи фанатов кричали со всех сторон арены, но каким-то образом внимание фанатов оставалось приковано к одному тихому моменту за кулисами перед официальным началом концерта. Многие фанаты позже признались, что, несмотря на все взрывные выступления во время шоу, взаимодействие во время саундчека оставалось в их памяти всю ночь. Даже после того, как BTS представили масштабные сценические постановки и незабываемые живые вокальные партии, фанаты все еще пересматривали момент, когда Чингук тихо появился за спиной Тэхёна за мгновение до начала хаоса. Больше всего фанатов удивило, как быстро это взаимодействие превратилось в одно из самых запоминающихся событий всего концертного уикенда в Лас-Вегасе. Обычно после выступлений BTS в центре внимания оказываются масштабные выступления или эффектные сценические эффекты. Но на этот раз простой, ничем не запланированный момент во время репетиции каким-то образом затмил все остальное в сети. ARMY продолжали делиться эмоциональными реакциями, говоря, что видео запечатлело сторону участников, которая казалась теплой, искренней и неподдельной под давлением такого масштабного события. По мере появления все большего количества фанкамов из разных зрительных залов, фанаты все больше убеждались, что момент выглядел еще более эмоциональным с ракурсов, которые изначально не стали вирусными. На некоторых записях Чингук улыбался почти сразу после того, как удивил Тэхёна, в то время как другие были полностью сосредоточены на ошеломленном выражении лица Тэхёна, прежде чем они быстро продолжили репетицию, как будто ничего необычного не произошло. Этот контраст сделал взаимодействие еще более реальным для зрителей. Это не выглядело как момент выступления. Это выглядело как спонтанный обмен репликами, который фанаты просто случайно стали свидетелями. Вскоре ленты социальных сетей полностью заполонили монтажи, теории и эмоциональные реакции фанатов, связанные с саундчеком. Некоторые фанаты создавали кинематографические подборки, сравнивая кадры с разных ракурсов, в то время как другие добавляли эмоциональную фоновую музыку, которая делала взаимодействие еще более драматичным. Возможность повторного просмотра стала практически неоспоримой. Каждый раз, когда в сети появлялся новый монтаж, тысячи фанатов немедленно возвращались, чтобы снова проанализировать те же несколько секунд, ища детали, которые они могли пропустить раньше. К концу выходных в фандоме стало очевидно одно: из всех незабываемых выступлений, всех масштабных сценических эффектов и всех эмоциональных моментов концертов BTS в Лас-Вегасе, одним из самых громких обсуждений оставался тихий сюрприз во время саундчека между Чингуком и Тэхёном. Официального объяснения так и не было дано.
После этого не последовало никаких драматических заявлений. И все же, каким-то образом эти несколько игривых секунд оказались достаточно сильными, чтобы оставить неизгладимое впечатление на весь фандом, еще раз доказывая, что иногда самые маленькие моменты становятся теми, которые фанаты помнят навсегда. Спасибо, что досмотрели до конца, ARMY. Что вы думаете об этом вирусном моменте Саунчика Тэкука в Лас-Вегасе? Было ли это просто игривым взаимодействием за кулисами, или за этими несколькими незабываемыми секундами скрывалось что-то более глубокое? Независимо от того, как фанаты это интерпретируют, одно ясно, этот крошечный момент сумел привлечь внимание всего фандома и стал одним из самых незабываемых воспоминаний первого дня BTS в Лас-Вегасе. Если в сети появятся новые ракурсы или фанкамы Саунчика, как вы думаете, ARMY снова полностью потеряют контроль над собой? Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях ниже, поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы получать больше новостей о BTS и Тэкуке, эмоциональных моментах и вирусных обсуждениях фанатов. До новых встреч, берегите себя, продолжайте поддерживать BTS и увидимся в следующем видео.